Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы, саблиминалы, медитации, большое количество инструментов для избавления от всего, что вам мешает, и достижения любых, даже самых невероятных целей. Все же в ваших руках, только вы решаете, что происходит с вами. Даже если вам кажется, что вы не влияете на ситуацию, вы ее притянули сами. И только сконцентрировавшись на позитивных аспектах ситуации и культивируя их, вы можете повернуть любую ситуацию в свою сторону. Если что-то уходит из жизни и вам кажется, я имею в виду, что вот мы идем по жизни, и люди приходят в нашу жизнь, уходят из нашей жизни, именно из нашей реальности. Я по-хорошему это все имею в виду. Это значит, что человек пришел в вашу жизнь, и его миссия именно в вашей реальности уже закончена. И, соответственно, человек идет жить своей жизнью, а вы продолжаете свою. Если вы будете подходить к этому, ко всему вот с такой точки зрения, то вы начнете осознавать и понимать, что иногда то, что уходит, освобождает вас как груз с плеч. Подумайте об этом. Видимо, для кого-то это было сейчас актуально, поэтому я это и увидела. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на ближайшую неделю. И сейчас стихия Земля, знаки зодиака, Тельцы, Девы и Козероги. Интересные очень скрупулезные, особенно девы. Девы – это очень интересный вариант. У меня просто много дев в окружении, и я как бы вижу и чувствую, какие они. Очень любят все, чтобы было по порядку. Если, конечно, сюрпризы, они любят сюрпризы, но только самые прекрасные. Вот как-то так. Не забывайте про акцендент. Акцендент влияет на ваше восприятие, на ваше состояние, соответственно, на то, что с вами происходит. Поэтому я всегда говорю, смотрите свой знак зодиака и акцендент. Ну что, сосредоточились? Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. И, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, а, как мы все знаем, улыбаемся мы, когда нам хорошо, тем больше причин для улыбок дает нам Вселенная, высшие силы, Господь, космос, мир. То, во что вы верите, то на вас и работает. Ну и в конце, как всегда, 3 карты на исполнение желаний. По одной карте для каждого знака зодиака основное и совет для стихии. Давайте посмотрим. Тельцы. Мои дорогие тельцы, вот это, видимо, то, о чем я и говорила еще до начала расклада. Что если что-то уходит, это освобождение, это очищение, это груз с плеч. Даже если в данный момент вы это не осознаете, пройдет совсем немного времени, и вы поймете, что то, что происходило именно на благо вам. Все происходит к лучшему. Если смотреть на жизнь с этой точки зрения, что все, что не делается, делается к лучшему, но именно осознавать это. Не просто говорить эту фразу, а понимать и принимать, что все, что не делается, делается к лучшему, вы
сможете в ближайшую неделю обойти стресс, обойти неприятные моменты, обойти тяжелые моменты. Посмотрите на все со стороны и проанализируйте, потому что ваши эмоции в ближайшую неделю будут вам мешать видеть ясно, что происходит. Вот такая, непростая идет неделя, но всегда посмотрите на солнечную сторону ситуации. В любой, даже самой патовой ситуации можно найти что-то позитивное. И концентрируясь на нем, вы можете вырулить сами ситуацию к позитивному исходу. Подумайте об этом. Девы, смотрим. А вы будете спокойны. Я вижу, что у некоторых из вас ожидает отпуск, долгожданная поездка куда-то, где вы будете отдыхать, курорт, санаторий, это я здесь тоже вижу. А также будете заниматься именно собой. Будете уделять время себе. Тут я вижу и работа над собой, я вижу медитации, я вижу расслабление. Вы знаете, я как понимаю, вам это надо. Идет время ваших дней рождения. В конце августа заходит ваш день рождения, заходит день рождения Дев, заходит месяц Дев, и я понимаю, что у вас сейчас заканчивается цикл. И я вам честно скажу, я много людей знаю. Я знаю людей, которые это не замечают, и я знаю людей, которые очень сильно это чувствуют. Я, например, когда подходит февраль, я же февральская, я знаю, что в январе уровень энергии падает немножко. Мое состояние варьирует, я больше подвержена смене настроения, эмоциональности, которая иногда мешает. Я и так эмоциональный человек, но вот именно когда идет окончание цикла, вот перед днем рождения, моя эмоциональность мне иногда мешает. И вот тут я вижу такую ситуацию у некоторых из вас, что просто немножко упадет уровень энергии, и вы должны будете для того, чтобы делать повседневные дела, именно вашу рутину, вам надо будет просто больше внимания уделять себе. И козероги. Смотрим, что же у вас. А у вас прекрасная неделя, неделя достижений, неделя, в которую будете видеть результаты своих трудов, и будете даже праздновать некоторые результаты ваших трудов. Для некоторых из вас я вижу празднование свадеб, бракосочетание и празднование свадеб, с чем я и поздравляю тех, для кого это резонирует. А для тех, у кого это не резонирует, для тех, у кого не предвидится свадьба, могу сказать, мои дорогие козероги, что неделя будет продуктивной, легкой, и потому что я здесь вижу, будете воодушевлены и рады именно свершением, и рады будете двигаться вперед, вперед и только вперед. И теперь совет общий для Земли. Вот тут это очень важно для тельцов. И, конечно, могу сказать, уже так как это совет общий для стихии, отпускайте все, что не работает на вас. Отпускайте все, что вас раздражает. Отпускайте все, что вам мешает. События, вещи, люди, неважно. Отпускайте и освобождайтесь. Ведь
то, что мешает, то, что не дает жить продуктивно, гармонично и счастливо, оно вас держит. И если вы это не отпустите, вы не сможете жить той жизнью, которой бы вы хотели. Помните об этом. Ну что, желание? Загадывайте ваши желания, посмотрим, что ж посоветует нам оракул по поводу ваших желаний. Тельцы, смотрим. Сконцентрируйтесь на цели, несмотря ни на что, несмотря ни на все то, что будет происходить в ближайшую неделю, не теряйте концентрации, и ваша цель будет достигнута, и ваше желание исполнится. Иногда для исполнения желания нужно от чего-то отказаться, от чего-то освободиться. И только ваша концентрация поможет вам достичь желаемого. Девы, позитив. Вот тут я говорю, я вижу ваши занятия с собой, я вижу успокоение, я вижу эти все медитации, и это здорово. Вы на правильном пути. Будьте позитивны, смотрите на ваше желание с позитивной точки зрения. Достигатор. Будьте достигатором, и ваше желание исполнится. Козероги, смотрим вперед и только вперед. Но вы уже празднуете победу, я вижу, в ближайшую неделю. Продолжайте движение, продолжайте делать то, что вы делаете сейчас. Двигайтесь, и ваше желание точно исполняется. Ну, вот такая интересная неделя у стихии Земля. Где-то полегче, где-то потяжелее. Ну, смотрите, это жизнь. Это жизнь, это то, что мы притянули, это то, с чем нам приходится, ну, давайте так, работать. То, что мы притянули, с тем нам и приходится работать. Или что мы оттолкнули. Вот в случае тельцов, вот то, что будет уходить, оно, значит, уже было, вы оттолкнули это подсознательно, потому что оно вам мешало. Помните об этом. А я желаю вам, мои дорогие, счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Делитесь моими видео, чтобы я могла помочь большему количеству людей. Ставьте палец вверх. Это ваша благодарность. И, конечно же, для того, чтобы получить, прежде всего, надо же отдать. А это, можно сказать, ваша плата для того, чтобы мои советы действовали лучше и расклады проигрывались. Подумайте об этом. Хочу поблагодарить тех, кто присылает мне донаты. Они помогают для развития канала, для выхода новых видео. Я благодарю вас от всей души, тех, кто послал. Я не называю имен, я не знаю, хотят ли люди, чтобы их имена называли или нет, поэтому вы, те, кто послал, вы это знаете, и я вас благодарю. Ссылочки на донаты под каждым видео, и это ваш выбор, помогать или не помогать. С вами была Женя, увидимся очень скоро. Я люблю вас, мои дорогие. Пока!